Сразу было видно вот по количеству прибывшей техники людей, что это масштаб беды очень велик. Казалось, что настоящая война началась. Я не думаю, что удивлялись. Просто я был в форме советского солдата. Это же бред в советское время, что какой-то там темнокожий, возможно, иностранец оказался на таком объекте. И то есть, если бы создатели фильма включили, их сразу бы высмеяли. Приехал генерал, зачитал приказ. Враг применил ядерное оружие. Применять средства химзащиты. В строю там пошел какой-то слух среди старослужащих. Случилась авария на атомной станции. Тут командир роты это все услышал и настрого запретил такие разговоры вести. Советские атомные станции, на них никогда не бывает аварий, и это провокация. Светает уже утро, бабушка идет в авоське, несет банку молока. Хлопцы, говорят, молока не желаете? Ну, а ребята, что, конечно, да, давайте, там бабушка. Ну и спрашивают, а где люди-то? Никого нету тут. Так, говорит, вот авария случилась. Все как бы понимали, что это опасно, но в какой мере, я не думаю, что до всех это вот так доходило. Фотография 4-го энергоблока. И ребята из середины кузова сфотографировали, потому что не разрешали вообще фотографировать. Каждому выдали дозиметр-накопитель на второй день. Кто накопит 25 рентген, того отправляют в часть. Но в части это тоже не безграничное количество солдат. Писали по 0,1, по 0,2 в день. Поначалу вот, каждый год и лежал в больнице по месяцу. Сейчас вроде бы как-то получше. Судя по фотографии, вот, которая есть в старом мамином альбоме, и я считаю, что вот все-таки от него и пошли корни, и передалось все это мне. Бывает, встречаются люди, у которых мнение такое, что я приехал и занимаю их территорию, отнимаю у них работу, и вообще мне здесь не место, я должен ехать на свою родину, убираться отсюда. Мне всегда это как-то вот смешно, куда я буду убираться, если я здесь родился и здесь живу. С города ушло много, более 500 человек, которые принимали ликвидацию, и в каждом практически коллективе они есть и были, поэтому, да, надо, чтобы не забывали люди, может.